И снова всем привет, с вами Литорн. Мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Так что, ребят, берите чаек, устраивайтесь поудобнее и погружаемся в мир Иора. Сегодня мы с вами в Асонга. Это довольно-таки дождливый день, но дождик, судя по всему, летний. Здесь вы, я думаю, помните, что есть королевские наги. Так, они нас как-то легко увидели слишком. Но до конца не увидели, отлично. Так, пойдут ли они проверять, кто здесь есть? Может быть, зайдем с другой стороны? Не хочется мне как-то... Хотя с какой другой стороны? Только так получится. То есть можно было бы, может быть, как-то здесь перепрыгнуть, да? Здесь все проломано. Видимо, только сюда. Ну ладно. Тогда, наверное, проще... Давайте сохранимся. И проще, наверное, просто пробежать этот участок. Так. Здесь есть бочки какие-то, возможно, с горящим веществом. Долбанем по ним. Все еще не получается долбануть. Неплохо. Так, ну что, Эдер один с этими нагами, интересно, с поддержкой наших ребят как-то справится или нет? Да, вы смотрите, он довольно-таки неплох. Вот, и как раз подпалил другой воин. Ну, кстати, телепорт вот этот вот Эдера довольно классная штука, как оказалось. Отлично. Так, что у нас здесь? Кровь рептилии, глаз, луки коралловые, шпилевая губка, глаз, ну еще, понятно. Так, здесь коралловый меч, тоже понятно. Все могло быть гораздо хуже, чем оно есть. И вот, кстати, пушечка, из которой можно, возможно, долбануть. На самом верху стены, лицом к морю, стоит тяжелая латунная бомбарда. Отсюда вся затопленная крепость видна, как на ладони. Проверить боеприпасы. Бомбарда не заряжена, и вы нигде не видите боеприпасов для нее. Если кто и знает, как заряжать эту штуку, это вон та нервная дама. Повернуть бомбарду в сторону скопления наг. Вы пробуете, но пушка неподвижна. Опустив взгляд, вы замечаете, что шестеренки на подвижной платформе совсем заржавели. Повернуть. Ржавые шестерни протестующе скрипят, мускулы горят огнем, но все же вам удается повернуть пушку к нагу. Нацелить бомбарду на скопление наг. Серафим прикидывает направление выстрела и устанавливает бомбарду под углом, который кажется подходящим, вроде бы. Интересно, есть какой-то шанс на срабатывание? Похоже, 6 механики явно недостаточно. Так, а где же тогда взять снаряды? Ладно. Целая секция стены разрушенная превратилась в гору булыжников, лежащих где-то внизу. С противоположной стороны провала торчат сломанные доски и зубчатые камни. Веревка с крюком. Перебросить веревку с крюком через провал.
Вы бросаете крюк в сторону разрушенной стены, но он надежно цепляется за парапет. Перебраться на другую сторону. Вы перебираетесь через провал. Спуск есть вниз. А, то есть можно было, наверное, как-то с этой стороны зайти, получается. То альтернатива входу здесь. Давайте попробуем. Кухня. Кулинарный жир галета. Ступени ведут в затопленную галерею. Вода чистая. Кажется, из галереи есть и другие выходы. Давайте пока останемся. Ага, это получается спуск. Хорошо. Заплыть в галерею. Галерея становится все темнее, вода почти непрозрачная. Вы доплываете до пересечения вашей галереи с другой. Стены тут покрыты паутиной трещин. В проходе, уходящем налево, ничего не видно. Справа идет слабое свечение, но и только. Сориентироваться. Ваше умение ориентироваться подсказывает вам, что проход направо идет на запад, а левый коридор поворачивает на юго-восток назад к докам. Давайте сначала налево. Проплыв немного по изгибающему коридору, вы видите дверь. Она разбухла от влаги и, видимо, застряла. Вы дергаете за ручку, дверь не поддается. Потянуть за дверную ручку сильнее. Вы упираетесь ногами в дверной проем и тянете за ручку. После нескольких рывков дверь распахивается, и вы видите ступеньки вверх. Вы всплываете. Там мы, наверное, сейчас вышли в соседние двери. Помните, там дверка была под ногами, в которую мы не пошли? Душа Наги. Вы чувствуете присутствие чьей-то души, которая крутится и извивается вокруг вас. Она тоже замечает вас и приближается все ближе. Ее беспокойная сущность дрожит, задевая вашу. Она ищет, охотится. Вы понимаете, что это душа Наги. Что это? Подойди ближе. Ты светишься так ярко, прямо как... Душа вздрагивает, вспоминая боль, словно ребенок, дотронувшийся до горячей печки. Что ты искал? Путь. Внутри нее расцветает память. Ее аура содрогается по полу. Кожелицы и демоны оскверняют остров. Все время копают, строят. Они прячут Адру под камнем. Суган говорит, мы должны найти путь внутрь. Суган говорит, я должна найти путь внутрь. Эта мысль лучится теплотой и гордостью. Кто такой Суган? Говорящий с богами. Дед многих из нас. Он привел нас сюда, и я должна найти путь внутрь. У стен собираются демоны. Они ищут не меня, но они меня видят. Вы чувствуете ее боль, словно вас пронзил залп пуль. Идем со мной. Ты знаешь, каково это — бродить и искать далекие места. Да, я чувствую это в тебе. Твои ноги, твои глаза, они находят путь. Серебряные утоки. Что это такое вообще? Самая большая из ровотайских монет. Так, ну сюда мы пройти не можем. Но идея понятна, наверное. Вернуться в клуб. Так, теперь давайте выйдем здесь на улицу. Отлично. Так, почему не все здесь? И что вообще происходит? Не понимаю. Игра подвисает. Ага, все здесь. Отлично. Вообще, что происходит? Почему вот здесь темно?
Оттуда в нас просто стреляет, и мы ничего не можем сделать, получается. Где, наверное, в этом? А нет, они вот вышли. Смотрите-ка. Все. Так, здесь мы ничего нового не нашли. Интересно, это какой-то баг? Или даже как-то непонятно. А еще как-то мы странно пропадаем. Мне не очень нравится количество ХП, которое осталось нашего главного персонажа, точнее его вообще не осталось. Так, давайте так, все кроме Эдера. Все кроме Эдера. Да что такое? Отлично, теперь я дал всем приказ. Кстати, меня подняли. Интересно. Да. В общем, они все уже такие маленькие, но... Прошу прощения. Так, ну ладно. Непонятно, что за баг с вот этой вот тенью. Вот. Я, конечно, понимаю, как, скорее всего, можно его победить, если что. Зайти с правильной стороны снизу. Что мы и сделаем, если у нас все будет так же. Но нет, сейчас все хорошо. Как видите, это был простенький бажик. Но огняк оставать в воде, это, конечно, интересная идея, но тем не менее это работает, как видите.
Так, это бочки с горючей смесью. Давайте посмотрим, что здесь есть. Как помните, нам говорили типа... Опа, а это кто? Мародер. Зоти будет сбивать у нас одного. Сбивающиеся щупальца. Бочка масла для ламп. Хороший арбалет. Немножко денежек. Так, здесь средний щит старч хорошего качества. Золотая обувь. Так, а кто у нас там ходит? Ага, Эдер у нас ходит хороший средний щит круглый. Отклонение. Ну, короче, одинаково получается. Просто визуально он чуть-чуть другой. Внутри лежит оцаревший черный порох. Морская припарка, зелье, веревка с крюком и латунный тео. Я просто думаю, где вообще могут быть яды. Просто нужно было не бить ее, не поджигать. Да, наверное. Что нам мешает сделать так еще раз, правильно? Так, ну давайте зайдем тогда сюда. Да, это тоже место. Никто не против, если я закурю. Я осторожно. Так, наговоин. Опасная пороховая бочка. Ну что, ребята, опасную пороховую бочку, что нужно сделать с ней? Вот так сделать, да? Нет, не так, не так. Это что-то обнаруживает. Пока не понимаю, что он там обнаруживает, но кажется, надо сваливать. Ай. Так. Аркебуза. Пушка стоит. Нужен доспех. Не всегда вот так разбрасывают порох. Так,
Ну что? Долбанем? Отлично. Так, наставление артиллериста. При прицеливании артиллеристу надлежит принимать во внимание расстояние до цели и скорости ветра. Далее вы видите ряд таблиц, по которым можно рассчитать идеальный угол для стрельбы по целям на разном расстоянии. Это нам пригодится, я так понимаю. Новая запись в дневнике. Мне попалось отличное руководство, с помощью которого я смогу нацелить бомбарду. Обломки почернели от пороховой пыли. Сработала ловушка. Ну, здесь пушечное ядро зато. Почему мы не можем их взять? Сильный ожог. Боеприпасы, по-моему, у нас и так есть. Или нет? Не совсем понимаю, ладно. А, подождите, пушечное ядро мы взяли. Мы не взяли именно боеприпасы, правильно? Пушечное ядро. Порох. Порох. Ну, короче, будем думать, что мы взяли пушечное ядро. Я надеюсь, что мы его взяли, это не какой-нибудь баг. В принципе, с теми-то, наверное, можно и так разобраться, но сейчас увидим. Наверное, ту ловушку обнаружил Эберт. Так, нацелить бомбарду при помощи руководства. Оставить бомбарду. Странно, походу пушечное ядро мы не взяли, ребята. Так, ладно. Давайте сейчас еще раз посмотрим. Но на этот раз... во-первых, мы посмотрим, как у нас с инвентарем. Может, он просто не вмещается? Нет, все вмещается. И лично себе его никто не взял. Правильно? Ладно, давайте загружаться. Посмотрим сейчас еще раз внимательно. Так, это орудийный вал получается, да? Почему он раньше был? Непонятно. И какая кухня? От чего у нас кухня там автосохранение было? А, это еще этот орудийный вал. Тогда у нас же было сохранение в орудийном валу на правильном месте. Они перезаписываются, наверное. Плохо. Или все-таки здесь только порох, но нет пушечного ядра?
Давайте снова вернемся туда и посмотрим еще раз. Пушечное ядро. Взять его не получается. Ни в количестве одной штуки. Я даже не знаю, наверное, какой-то баг. Ладно, попытаемся справиться без этого. А у нас вообще боеприпасы-то, собственно, есть, которые типа на корабль идут. Из-за того, что их здесь 100. Да нет. Баги, ребята, я не люблю. Главное, все остальное берется отлично, как вы можете заметить. Или мы не нашли еще идею того, как заряжать ее там, или что-то такое. Давайте посмотрим. Чтобы взять из бомбарда, нужны боеприпасы. Может быть, нужно сначала навести ее, а потом принести боеприпасы? Давайте попробуем. А, так смотрите, мы как-то забрали их таки. Я нажал взять все, и на этот раз оно забралось. Интересно. Но от этого, как понимаете, ничего не изменилось. Вот в первый раз, когда мы играли, по-моему, была та же ситуация. Вот, пушечное ядро, оно у главного персонажа. Смотрите, сейчас вообще отличная ситуация. О, да. О, отменилось что-то. Да, вроде отменилось. Ладно. Ну что ж, хардкор значит хардкор. Железные ядра, порох, фитили, пыжи. Все необходимое для арсенала вашего корабля. Я так понимаю, что бить мы будем аж сюда, вот, наверное, куда-то.
Давайте сохранимся. Посмотрим, что у нас здесь. Коралловый наговоин, пороховая бочка, какой-то тотем. Тотем, видите? Вы, короче, издалека. Вам не надо подбегать ближе. Так куда ж ты бежишь-то? Ну чё ж ты туда побежал-то, Алот? Ты долбанутый на всю голову или что? Алот, тебе пора валить. Алот уже ничем не помочь. Так, главного персонажа нужно срочно поднимать. И Алота бы еще поднять было бы неплохо. Так, это кто? Это Алот. А где главный? Или то? Не здесь Алот. Ну давай, докастуй, пожалуйста, докастуй. Часть хоть усыпили, то ладно. Так, теперь нам нужно восстановить наши ресурсы и поднять это. Эдер поднялся, отлично. Да, дружненько хилимся. Так, Алот, как у тебя там с ресурсами вообще? О, кое-что еще осталось. Здесь уже все.
Серафен. Что может делать Серафен? Цели при смерти взрываются, нанося дробящий урон. Лота больше нет, и, к сожалению, воскресить мы его не сможем. Ну да, я ж главным персонажем не могу ходить, пока у меня щит включен. Подожди, а зачем я юзаю? Не нужно. Да, ребята, без боеприпасов все плохо. Увы, их слишком много. Сейчас мы еще, конечно, можем попризывать наших существ призываемых, чтобы они хотя бы поотвлекали врага. Я предлагаю вернуться и попробовать еще разок что-то сделать с этой несчастной бомбардой. Ничего не остается. Вопрос в том, вот эти Эйдосы, они там изначально стояли или нет? Я не могу понять. Сюда мы подходили. Просто, в принципе, если то призываемые существа, то это уже не так страшно. Мы можем как-нибудь с ними разобраться. Давайте снова в оружейный ряд заглянем. Может быть, типа, в том ящике эти боеприпасы снова появились, не знаю. Похоже, что нам таки придется воевать самостоятельно. Мы же все перепробовали. Но порох, по идее, еще нужен, но здесь вот горстки были рассыпаны, по-моему, да? Вот они рассыпаны. Но я так понимаю, что если одну разрушить, то будет плохо. Да и порох у нас отдельно есть. Ладно. Давайте пробовать еще. Вот у нас и челлендж неожиданный. Либо мы вообще можем их обойти, а зачем нам их убивать сейчас, правильно? Давайте попробуем.
Забавно, если их там еще больше. В южной стене у ворот много торчащих камней. Кирпичи выглядят достаточно надежными, чтобы забраться по ним. Но стена скользкая от морской воды и слизкого мха. Подъем явно будет непростым, а падение опасным. Забраться на башню. Вы уже на середине пути, когда слышите внизу вскрик. Внизу Зоти хватается за зазубренный камень, ее нога висит в воздухе. Потом рука соскальзывает, она приземляется в подножье башни, вскрикнув от боли. Вам ничего не остается, как спуститься за ней. Ладно, веревка с крюком. Грохот будет, говорит Эдер. Бросить. Крюк приземляется с громким лязгом. Вы даже не успеваете проверить, зацепился ли он, как позади слышится плеск и шипение. Что, эти все сюда придут, что ли, сейчас? Не, это, наверное, другие. Забраться по веревке. Вы быстро легко сбираетесь сверху башни. И вот мы уже, собственно, у маяка, я так понимаю. Одинокая кошка наверху его сидит. Как его взять, непонятно, конечно. Но еще доберемся. У Зоти, кстати, 2 травмы. Ловкость минус 2, класс защиты огненный минус. Так, собственно, нам сюда и нужно было, получается. То есть... А нет, вот есть еще выход. Я к тому, что это был единственный путь. Но нет, оказывается, нет. Подождите, а там что-то было про какую-то женщину, которая могла бы управиться с пушкой. Вы вспоминаете гигантские ноги, что растоптали Каэдмена. Еще какой-то вход. Так, наверху Нага лучник, кабинет командиров флота. На кончик лезвия налипли кусочки сургуча. Портасонга, расширенный вариант. Письмо от Лаэтарна. Письмо написано аккуратным мелким почерком. Ко, ты знаешь, я не из суеверных, но говорю тебе, эти сны точно что-то означают. Я только не понимаю, что именно, но из-за них просыпаюсь по 3 раза за ночь.
И все работники на твоих фермах, все до последнего верные последователи Атаса, тоже их видят. Но не собираюсь указывать тебе, как управлять фортом, но должен присматривать за своими собратьями. У нас в Рицерасе остались семья и дома, а мы видим странные сны и работаем рядом с изрядными запасами черного пороха. Или ты думал, что деревенские простофили вроде меня этого не заметят? Каз. Пес смотрит за вашим приближением, навострив уши и наклонив голову. Ух ты, за нами наблюдает свирепый зверь, и у него явно чешется пузико. Поманить пса за собой. Пес делает несколько шагов вперед и нюхает вашу руку. Он наклоняет голову и с ожиданием смотрит на вас. Почесать. Он закрывает глаза и подставляет голову, помогая вам найти правильное место. Через несколько секунд он убирает ее и встряхивает, приготовившись следовать за вами. Каз. +1 скрытность, +1 выживание. Ну что, ребята, наверху нас ждут противники. Так, нет, мы не будем трогать бочку масла для ламп. Кто смеется? Так, это мы, получается, вышли на какую-то соседнюю дорогу с... А, это не смеется, это чайки. На более низкий вариант дороги, видите, где мы находимся? Так, это что за место? Инженерная мастерская. Здесь прячется ворюга, я чую его страх. Открывай, открывай. А, это таки они смеются. Записки мастерской Васонга. Мы же верно, получено из такого. Там, ну, короче говоря, роспись. Это то, что нужно будет кому-то, по-моему. А сложность замка 10 здесь. Там ворюга должен прятаться. Но мы не нашли никакого ключа пока, правильно? Так, вот здесь получается эти враги наши. И это типа один из путей сюда. Но мы нашли обходной. В принципе, давайте сейчас попробуем, предпримем последнюю попытку, но не в отношении бомбарды. А, подождите, что так вернуться нельзя?
И это нужно проплыть. Нет, проплыть мы приплывем в орудийный вал с другой стороны, с неправильной. Я уже не помню, как мы преодолели вот этот участок. И были ли мы в столовой, кстати. Ага, мы забирались наверх, но это мы уже потом забирались наверх. Да, по-моему, вот так вот мы преодолели этот участок все-таки. Ром Дайбо Ос. Не знаю, что это. Наверное, какое-то вино местное. Из кучи торчит холодная, сведенная судорогой рука. Вы поворачиваете направо и попадаете в лабиринт из обломков и тел. Коридор завален целыми кусками стен, между которыми дрейфуют распухшие трупы, утонувшие из завесы доспехов. Из-за того, что вам приходится огибать и расталкивать обломки, вы выбиваетесь из сил гораздо быстрее, чем рассчитывали. Путь вперед. Продолжаете плыть прямо. Зоти выбивается из сил, но когда вы это замечаете, поворачивать назад уже поздно. Конец туннеля все еще не виден. Зоти смотрит на вас, явно паникуя. Вы подплываете ближе, Зоти хватает вас за руку и вытащиваете слабеющее тело за собой. Вы видите перед собой стену из деревянных панелей и порванное зеленое знамя. Справа виден выход из туннеля. Вы устремляетесь к нему. Оказавшись над водой, Зоти складывается пополам и начинает отхаркивать соленую воду, дрожа от перенапряжения. Так, у Зоти 3 травмы, что ли? Неужели она сейчас умрет? Это будет вообще отличным завершением нашей сегодняшней битвы. Так, ладно, отдыхаем. Кстати, неплохой у нас с вами рацион, сила +2. Как помните, один раз нам это помогло. Дневное жалование. Я подумал, что можно еще раз попытаться пообщаться с теми ребятами. Может быть, им можно отдать все от бочки. Для бочки они будут стрелять. Я сомневаюсь, конечно, потому что зачем бы мы ее наводили, правильно? В такой ситуации. От пушки. Похоже, вы тут храните целую прорву черного порошка. Он нам нужен, как видишь. Я кое-что знаю о взрывчатке, у вас ее очень много. Раватай ничего не делает наполовину. Снова одобрительный гул. Архипелаг — опасное место. Этого не понимают ни валианские дельцы, ни Дикариуана. Но мы завоевали Раватай 2000 лет назад. Мы знаем, каково это выживать, укрощать дикие земли. Другие солдаты одобрительно бормочут. Где все боеприпасы? Остались только пушечные ядра, они слишком маленькие. Так, давайте я сейчас прочитаю, потому что я тут пропустил. Где взять боеприпасы для бомбарды? Боеприпасы? У нас целая куча боеприпасов. Постоянно получали новые грузы из Раватай. Она радостно кивает, цепляясь за эту обнадеживающую мысль. Но не для бомбарды. Командир флота Ко потратил все на гиганта. Остались только пушечные ядра, а они слишком маленькие. Он оседает на его лице. Может, у Амура было что-то в его мастерской? Он делал эти новые разрывные...
Раненый солдат бросает на нее резкий взгляд, она молкает. Не сомневаюсь. Зачем строить пушку больше плодородного копья Головейна, как не для того, чтобы стрелять из нее? В любом случае проверь. А вдруг? Мастерская Амура была у северных ворот. Она засовывает руку в карман. Она дает вам ключ, он скользкий от пота. Вы получили ключ от кладовки задания. А вот, собственно, наверное, так, ребята, этот квест и делается. Я, конечно, подозревал, что пушечные ядра это не совсем то. Но возможно. Опа, и здесь мы видим какого-то персонажа, ребят. Но я думаю, что поговорим мы с ним уже в следующей серии, потому что время у нас, к сожалению, поджимает. Поэтому, ребят, на сегодня это все. Конечно, мы столкнулись с каким-то багом непонятным. Посмотрим, может быть, эти ядра потом можно будет выкинуть куда-то. Увидим. В следующей серии продолжим проходить это задание и посмотрим, что же здесь натворил Атас. С вами был Реторн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, делитесь в соцсетях с друзьями, знакомыми, фанатиками РПГ и не очень. До следующей серии.